Привет, друзья! С вами снова Ленка. И сегодняшний ролик будет не совсем про иммиграцию. Изучая вопрос переезда, я столкнулась с множеством историй и рассказов о других странах. Мы часто слышим, как хорошо живут западные и европейские страны, о том, что там высокий уровень жизни, высокие доходы у населения, хорошее образование и медицина. Но гораздо меньше подобной информации или еще какой-то другой статистики можно найти про наших ближайших соседей, про бывшие страны Советского Союза. А ведь они со времен распада тоже как-то жили и развивались, и вели свою независимую политику. И мне стало интересно, куда же завела их эта политика спустя почти 30 лет. Какие страны улучшили благосостояние своего народа, а какие ухудшили? Кто выбился в лидеры, а кто остался в аутсайдерах? На просторах наших СМИ чаще можно встретить отнюдь нерадостную информацию о бывших союзных республиках. Да, на самом деле многие из них пережили трудные времена. Были и революции, и войны. Но так ли все действительно плохо на данный момент? Или это тоже часть пропаганды? Например, в статье «Комсомольской правды» 2019 года журналист явно принижает достижения прибалтийских стран, в то же время называя Россию, Беларусь и Казахстан реальными лидерами. Зная сегодняшнюю ситуацию, я немного усомнилась в таких заявлениях и решила попробовать копнуть чуть глубже. Вот с Казахстана, пожалуй, начнем. После фактического распада СССР Казахстан последним провозгласил свою независимость. Из всех бывших республик эта страна имеет самую большую территорию после России и немаленький запас нефти и других природных ресурсов. В наследство от СССР ему достался ядерный запас и космодром Байконур, который вместе с казахстано-китайским нефтепроводом, я уверена, внес немалый вклад в экономику страны. Хотя и собственная промышленность у них развита хорошо. Казахстан пытается проводить действительно многовекторную, открытую и, казалось бы, демократичную политику. Он не разрывал связей с Россией, поддерживал связь с Китаем и налаживал связи с Европой и США. Соединенные Штаты стали первой страной, открывшей в Казахстане посольство. Правительство активно сотрудничает и привлекает инвестиции как с Запада, так и с Востока, что дает Казахстану большой простор для роста экономики. При этом Казахстан – это страна с удивительными природными красотами, такими как озеро Исык и Чарынский каньон, что позволяет также активно развивать и туристическую сферу. Новая столица Казахстана может поразить своими небоскребами даже бывалого туриста. Ну, а теперь давайте к реальности. Весь этот блеск появляется на фоне довольно бедного населения. За прошедшие годы в Казахстане действительно почти в 10 раз выросли объемы ВВП. Но подъем экономики Казахстана стал возможен не благодаря инновациям или технологическому прогрессу, а благодаря продаже нефти и металлов. За это время там сменилось 9 правительств и всего лишь один президент. Процветает коррупция во всех сферах жизни. Хотя в международном рейтинге восприятия коррупции от Transparency International позиция Казахстана гораздо лучше, чем России. Он занимает 94-ю строчку с индексом 38. А чем больше значения, тем меньше коррумпированность. Но все же в Казахстане огромный разрыв между богатым и бедным населением, между столицей и регионами. Реальная статистика там скрывается, а официальные данные дорисовываются. Минимальная зарплата в Казахстане около $94 США, а средняя зарплата, по официальным данным, около $450. Но есть еще один довольно интересный мировой рейтинг, который ежегодно составляет ООН. Он называется Индекс человеческого развития, он же ИЧР. Показатель оценивает ожидаемую продолжительность жизни, грамотность, образованность и уровень доходов населения для стран во всем мире. И есть также индекс человеческого развития с учетом неравенства в распределении здоровья, образования и дохода, сокращенно ИЧРН. Так вот, что примечательно, несмотря на свои, безусловно, существенные проблемы, и тут Казахстан обогнал Россию по обоим рейтингам. В первом случае пока только на одну позицию, а во втором аж на 3 позиции. И в индексе человеческого развития с учетом неравенства занял 39-ю строчку. Туркменистан. Сегодня попасть туда обычному туристу не так-то просто. Это авторитарная страна с жесткой, если не сказать хуже, президентской властью. Пожизненный глава Туркменистана Сапармурат Ниязов прославился своими необычными решениями. Ему удалось изолировать Туркменистан почти так же, как Ким Чен Иру Северную Корею. Он упразднил балет, оперу, академию наук и заочное образование.
Название улиц Ниязов заменил номерами, а календарные месяцы и дни недели переименовал в свою честь. Одним махом были закрыты все больницы за пределами Ашхабада. Ниязов считал, что нуждающиеся в лечении могут приехать в столицу. Похожим образом упразднили и местные библиотеки. Мужчинам запретили носить усы и бороду. 18 миллионов долларов потратили на строительство в пустыне Каракума зоопарка. Ниязов приказал поселить там пингвинов. В пустыне. Пингвинов. Которым из-за глобального потепления в Антарктиде угрожает вымирание. В 2006-м Ниязов скончался, и его пост занял Гурбангулы Бердымухамедов, которому, как и Ниязову, присвоили официальный титул – Аркадак, то есть покровитель. На последующих выборах в 2012 и 2017 году он набрал 97%. То есть не поддержали его якобы 3%. Он отменил многие реформы Ниязова. Народу вернули пенсии, закрытые библиотеки, Академию наук, цирк и оперу. Но взамен добавил своих странностей. Выехать из страны человеку возрастом до 40 лет нельзя. Жителей регионов за покупку продуктов в Ашхабаде штрафуют. Просто тормозят машины, ищут продукты и выписывают штраф. Интернет в этой стране сильно ограничен, а сайты популярных социальных сетей блокируются. Сесть в тюрьму там можно буквально за все, даже за детскую молочную смесь. Запрещены пиротехника, биодобавки, экономичные автомобили объемом меньше 1,3 литра и множество других вещей. Также запретили ввоз в страну черных автомобилей. Они портят вид города и не соответствуют погодным условиям. Новый Ашхабад поражает воображение. Роскошные парки, дворцы, огромные площади с домами из белого мрамора, фонтаны. При этом там нельзя ходить. Это место только для протокольных встреч президента. Туркмения остается одной из самых бедных стран бывшего СССР. Несмотря на то, что выходила она из Советского Союза с большими перспективами. Страна славится своей породой коней. Туркменские красавцы-ахалтекинцы без преувеличения знамениты на весь мир. Множество исторических, архитектурных и природных памятников могли бы способствовать развитию туризма. Страна имеет выход к Каспийскому морю, на берегу которого даже располагается туристическая зона Аваза. А также Туркмения 4-я в мире по запасам природного газа. Однако любые попытки наладить отношения для экспорта у политиков Туркмении заканчиваются провалом. Хотя военных конфликтов они ни с кем не развязывали. Гурбангулы Бердымухамедов борется с коронавирусом банально – запретом на произношение этого слова. Он сочиняет песни, под которые танцует кабинет министров, и обучает людей стрелять из пистолета во время езды на велосипеде. Минимальный размер оплаты труда там установлен на уровне 957 манатов. Это $273,4 по госкурсу и $41 по курсу черного рынка. Сейчас поясню. Указом Бердымухамедова простым людям там запрещено скупать валюту. Получать зарплату в валюте тоже запрещено. А с 2015 года действует неизменный курс своей валюты к доллару. Поэтому средняя зарплата населения по реальному курсу там вряд ли превышает 100 зеленых. Официальной статистике верить нельзя от слова совсем. Заявляют, что уровень преступности в стране нулевой, все так называемые воры в законе ликвидированы. Однако в рейтинге по уровню восприятия коррупции Туркменистан находится на 165 месте с индексом 19. А по индексу человеческого развития с учетом неравенства на 85 месте. Из бывших республик ниже только Таджикистан. Латвия. Небольшая историческая справка. Включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза, как утверждает Википедия, стало следствием заключения в августе 1939 года всем известного договора о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом и еще одного договора о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер влияния двух держав в Восточной Европе. В 1940-м Красная Армия заняла территорию Латвии и создала там новое правительство. Победу на выборах в Сейм одержал прокоммунистический блок трудового народа, чей список был единственный допущен до выборов. Что-то мне это напоминает. Неудивительно, что сейчас Европа считает их присоединение насильственным и называет оккупацией. Неудивительно и то, что сразу после обретения независимости эти страны начали отворачиваться от России
и направили свой взор в сторону более тесных отношений с Европой. Даже несмотря на то, что, будучи в составе Советов, Латвия имела неплохую экономику и была второй после России по размерам ВВП на душу населения. Но приписывать все достижения Советскому Союзу тоже нельзя. Уже в 17 веке, будучи тогда герцогством Курляндским, эта страна имела множество ресурсов, заводов, корабли и порты, развитую торговлю, которая приносила местному герцогу огромные доходы и сделала его богаче всех немецких герцогов того времени. После выхода из состава СССР Латвия начала деиндустриализацию, и в 90-е годы ее экономика пережила небольшой спад, впрочем, как и абсолютно все другие республики. Однако, наши СМИ преподносят это исключительно как трагедию прибалтийских стран. Но близость моря и торговые связи с Европой помогли быстро переориентировать экономику. Строгая финансовая дисциплина позволила Латвии преодолеть глобальный финансовый кризис 2008 года. По данным Евростата, в Латвии ВВП на душу населения только за 2000-е годы вырос почти в 2 раза и продолжает расти. В то время как «Комсомольская правда» пишет, что взрывного роста ВВП там нет. Но в России ВВП на душу населения и то ниже. Как же так? В Латвии очень маленький дефицит бюджета, меньше 1%. В России в прошлом году был 3,8%. Цены там намного ниже, чем в остальной Европе. Зарплаты по европейским меркам тоже невысокие. МРОТ составляет 500 евро, то есть около $600. А средняя зарплата в 2020 году была около $1350. В стране легко открыть свой бизнес. Тут недорогое жилье и офисная недвижимость, что, несомненно, привлекает сюда инвестиции из других стран. 4 кита экономики Латвии – это сельское хозяйство, химическая отрасль, логистика и деревообработка. Да, открытость границ с Евросоюзом, конечно, способствует и оттоку квалифицированных граждан в более богатые страны. Но лично я не вижу в этом ничего плохого. Латыши жалуются на растущую в стране коррупцию, трубят наши СМИ. С 41-й строчки Латвия опустилась на 42-ю и потеряла 1 балл. Ну так, для сравнения вспомните Туркменистан на 165-й строке. А в рейтинге человеческого развития Латвия занимает 34-ю строку. Там стабильно в результате выборов менялись главы государств, а единственным значимым общественным протестом было сопротивление против полного перехода школ с русского на латышский язык. Грузия. Считается, что в Грузинской ССР был довольно высокий уровень жизни. Якобы малоиндустриализованная Грузия получала большие доходы благодаря искусственно поднятым специально для нее ценам на сельхозпродукцию. Тем не менее, когда волна независимости прокатилась по всему Союзу, Грузия одной из первых, наравне с прибалтийскими странами, стала требовать независимости. А с 1989 года демонстрации, требующие независимости, проходили чуть ли не каждый день. 9 апреля 1989 года СССР применил для разгона многотысячной толпы внутренние войска, из-за чего погиб 21 человек. Последствием этого стало еще большее нарастание антисоветских и межэтнических конфликтов – грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского. Некоторые утверждают, что Москва не простила Грузии отступничества и довольно жестко сыграла на всех ее слабостях. 19 января 1992 года в Южной Осетии прошел референдум, по результатам которого 98% населения проголосовали за присоединение к России. Мне кажется, этот сценарий я уже где-то видела. В результате Сочинского соглашения с Ельциным Осетия стала независимым, но непризнанным государством. А война с абхазами не утихала еще долго. У грузин исчезли иллюзии и амбиции, наступили хаос, коррупция, бедность. Москва поддерживала абхазов во время войны, и пути России и Грузии окончательно разошлись. Апогеем всего стала довольно известная война 2008 года, на тему которой даже было снято несколько художественных фильмов. В отличие от Прибалтики, поддержку Запада Грузия не получила. Первые выборы в Грузии прошли лишь в 1995 году. На пост главы государства был избран Шеварднадзе, который и так уже фактически управлял страной. Он был снова переизбран в 2000-м, а в результате так называемой революции РОС вынужден был уйти в отставку. После чего был избран Михаил Саакашвили. Он также был вынужден сложить в себя полномочия и объявил новые выборы, на которых сам же снова и победил. На данный момент 5-м президентом Грузии является женщина Саломе Зурабишвили. Но даже оказавшись чуть ли не в худшей ситуации среди всех других республик, спустя 20 лет
После завершения всех военных конфликтов даже Грузия сильно изменилась и во многих отношениях освободилась от советского наследия. Разгул чиновников и коррупция стали достоянием прошлого. По этому показателю Грузия чуть хуже Латвии, на 45-м месте. Появляются автобаны и торговые центры, свет и газ больше не отключают. Но безработица все еще остается проблемой, что влечет недовольство граждан. Официально установленная минимальная оплата труда в размере 20 лари, примерно $8, является самым низким показателем на всем постсоветском пространстве и не менялась уже многие годы. Но в последние годы благодаря прямым инвестициям в стране стали создаваться новые перспективные рабочие места, привлекательные как для квалифицированных специалистов, так и для молодых людей. Благодаря этому пугающий стремительный рост безработицы сначала остановился, а потом пошел на спад. Благодаря росту зарплат стала улучшаться ситуация в сфере образования и здравоохранения. В 2020 году средняя зарплата в Грузии уже составляла 1180 лари в месяц, что эквивалентно $420 США. И по рейтингу ECRN Грузия теперь занимает 47 место, что отнюдь не так плохо по сравнению со всеми бывшими республиками. Узбекистан. После распада СССР Узбекистан был довольно отсталой республикой с преобладающим сельским хозяйством, где выращивалось всего две монокультуры – хлопок, который там называют белым золотом, и пшеница. Современная промышленность осталась здесь как реликт после Великой Отечественной войны, когда в том числе и в Среднюю Азию перевозились предприятия оборонной промышленности вместе с оборудованием и кадрами. Война окончилась, а производства остались и работали до развала СССР и даже после него. В Ташкенте на авиационном заводе, например, выпускались знаменитые Антеи Ан-22 и Ил-76. Выборы президента Узбекистана прошли в тот же день, что и референдум о независимости – 29 декабря 1991 года. 86% проголосовали за Ислама Каримова. Он, с одной стороны, сумел удержать ситуацию в труднейшие 90-е годы и заложить основы для развития экономики в 2000-е. Но, с другой стороны, последние годы его жизни – это был средневековый восточный деспотизм, который уничтожал все плюсы первых лет правления. Что лишний раз доказывает, что лидер, слишком долго находящийся у власти, теряет ясность, и для дальнейшего развития нужен свежий взгляд. Система власти за годы его правления осталась почти неизменной с советских времен. Многие чиновники оставались на своих постах уже свыше 25-30 лет. Они держали страну в изоляции от всего мира. Государственная система власти работает в Узбекистане так, что исключительно подчиняется президенту. Все СМИ официальные. Узнать о каких-либо недостатках в стране было практически невозможно. Деятельность оппозиции фактически была запрещена. Согласно узбекской идеологии, Узбекистан был неким островком стабильности, мира и порядка. Но большинство граждан Узбекистана почему-то жило в нищете, особенно в сельской местности. Несколько миллионов узбеков работают в России, Беларуси и других республиках. За эти годы там не раз были народные протесты и массовые беспорядки, но ничем, кроме жертв среди населения, они не закончились. В 2015 году на очередных президентских выборах Ислам Каримов снова победил. Однако в 2016 году он скончался. И только 14 декабря 2016 года в должность вступил второй за все время президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Однако узбеки с теплотой относятся к первому президенту, называя его своим отцом. Видимо, культ личности силен у большинства постсоветских людей. После смены власти ситуация в стране начинала меняться. Мирзиёев открыл Узбекистан миру. Все, что он сейчас делает, похоже на сингапурскую или китайскую модели социально-экономического развития. Расширение социально-экономических прав при сохранении политического контроля. Однако Мирзиёев объявил, что нужно обеспечить выборность губернаторов, областей и районов. По рейтингу восприятия коррупции Узбекистан медленно поднимается вверх, но все еще находится на 146-м месте. Среди бывших республик это третье с конца. Минимальная зарплата на сегодняшний день составляет около $71. Средняя зарплата по официальной статистике от $300 до $500, хотя, по данным Евростата, эта цифра около $250. Несмотря на тяжелые годы, даже Узбекистан смог увеличить ВВП в несколько раз по сравнению с 90-ми.
Аграрный сектор составляет уже меньше 20% экономики. Давно канули в лету времена, когда 60% экспорта Узбекистана составляли хлопок-сырец. Сегодня это примерно 1,5%. Республика занимает 4-е место в мире по запасам золота. Там добывают нефть, медь, уран, вольфрам и еще 118 видов минерального сырья, которые оцениваются экспертами примерно в 11 триллионов долларов. Есть крупные промышленные предприятия и холдинги, такие как сам Авто. Пытаются развивать IT-сферу, активно развивается туризм. Экономика Узбекистана, как сжатая годами пружина, имеет все условия к стремительному экономическому развитию и может стать новым среднеазиатским лидером. Но для этого властям нужно правильно распорядиться своими конкурентными преимуществами. А пока что в индексе человеческого развития Узбекистан находится на 106-м месте. Пожалуй, на этом я сегодня остановлюсь. А про другие страны расскажу в следующих частях, чтобы не делать ролик слишком длинным. А вы пока что расскажите в комментариях, узнали ли вы что-то новое и интересное из моего рассказа? Изменилось ли ваше отношение к какой-то стране? И про какую страну вы бы хотели узнать в первую очередь? И, конечно, большое спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. До скорых встреч!